Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 14 марта. Поговорим о святой Евдокии Илеопольской. Какой сегодня день масленичной недели, что в этот день обязательно наши предки старались сделать. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас в комментариях напишите «Я желаю себе». И напишите, что вы желаете себе. Это очень важно, потому что когда вы умеете правильно прописывать, что вы желаете себе, не родным, не близким, не соседям, а именно себе. Я желаю себе здоровья, удачи, благополучия, достатка и всех мыслимых и немыслимых благ. Пропишите обязательно в комментариях для того, чтобы сонастроиться с энергиями Вселенной. Итак, друзья, 14 марта православные христиане отмечают День памяти святой Евдокии Илеопольской. Это великомученица, чей жизненный путь стал воплощением чудесного преобразования под влиянием христианской веры. Евдокия Илеопольская, родившаяся в первом веке в Самарии, изначально была известна своей необыкновенной красотой. В молодости она вела разгульный образ жизни и славилась своим богатством, ставшим для нее источником греховного удовлетворения. Судьба Евдокии кардинально изменилась после встречи с монахом, который, читая священное писание, внес в ее жизнь свет духовного просвещения. Слова о страшном суде и о втором пришествии Иисуса Христа оставили глубокий след в душе Евдокии, заставив ее задуматься о пути, который она выбрала. Решив изменить свою грешную жизнь, она отреклась от богатства и мира благосостояния. Евдокия не просто отдала свое имущество Гелиопольскому епископу Феодоту, но также раздала много денег бедным. Этот внезапный акт щедрости и отречения поразил горожан. Приняв крещение, Евдокия сделала выбор в пользу духовной жизни и стала монахиней. В своем новом духовном доме Евдокия уделяла много времени молитве. Ее жизнь была насыщена служением, а после назначения ее игуменией она продолжала привлекать внимание своей святостью и добротой. Несмотря на ее святую жизнь, Евдокию оклеветали злонамеренные люди. Подвергнутая тюремным пыткам и лжесвидетельству, она стала объектом преследования властей. Однако ее вера оставалась непоколебимой. По приказу властей Евдокию обвинили в несовершенных деяниях, и в итоге ее обезглавили. Этот акт жестокости стал последним этапом на ее пути к мученичеству и в конечном итоге к духовному воскрешению. Святая Евдокия Илеопольская стала символом того, как человек, даже находясь в самом глубоком грехе, может обрести духовное спасение через искреннее покаяние. Ее история служит напоминанием о том, что даже самые темные души могут обратиться к свету веры и благодати. 14 марта – это день памяти великомученицы, который наполняется молитвами и благословениями, являясь вечным источником вдохновения для тех, кто ищет духовное преобразование и истинный путь к Богу. Ну а в народном календаре 14 марта становился днем начала весны и обретал особый смысл благодаря празднованию святой Евдокии Илеопольской. Этот народный праздник назывался по-разному и включал в себя определенные традиции, народные приметы и ожидания волшебного пробуждения природы. В народе этот день имел множество названий, которые отражали различные аспекты этого праздника. Он был известен как Авдотья, Авдотья Плещиха, Святая Евдокия Весновка, и каждое из названий имело свою собственную символику и подчеркивало важность этого времени года. Вы знаете, 14 марта в Древней Руси это был не просто днем святой, но и днем начала весны. Этот день считался началом когда-то Нового года, и весь народ с нетерпением ждал весеннего обновления. С приходом светлых дней и тепла люди уходили от зимней серости, полагаясь на природные знамения.
Праздник Святой Евдокии Леопольской был периодом особого внимания к народным приметам. Люди верили, что то, что произойдет в этот день, может сулить радость или несчастье. Народные приметы связывались с погодой, с поведением животных и даже с событиями повседневной жизни. Для жителей Древней Руси 14 марта был временем надежды и ожидания. Люди полагались на природу и ее знамения, чтобы узнать будущее, потому что весна символизировала не только пробуждение природы, но и возможность новых начинаний, благополучия и жизненного вдохновения. Весенний праздник Святой Евдокии Леопольской представлял собой мост между прошлым и будущим. Он служил временем обновления, надежды и веры в светлое будущее. Традиции и обряды этого дня передавались из поколения в поколение, сохраняя богатство культурного наследия. Одной из версий происхождения названия Авдотья Плющиха связано с природными явлениями. К 14 марта сугробы, скопившиеся зимой, начинали распадаться на множество небольших островков, которые народ прозвал плюшками. Таким образом, праздник получил свое название, отражая изменения в природе, связанные с началом оттепели. Другое название праздника, Евдокия Свистунья, также имеет свои корни в природных процессах. Дело в том, что в это время года ветра становились более активными, завывая и свистя. И это событие символизировало пробуждение от зимней спячки животных, которые своими звуками делились с окружающими. Таким образом, праздник становился своеобразным шумным приветствием весны. Ну и, конечно же, встреча начала весны становилась особым событием. На Евдокию Свистунью женщины, девушки и дети поднимались на крыши домов, наполняя воздух радостными криками и песнями, потому что именно 14 марта это был своеобразный порог между зимой и приближением времени полевых работ, поэтому все очень ждали весны. Конечно же, в этот день большое внимание уделялось подготовке почвы для будущего посева. Крестьяне заботились о том, чтобы поля были освобождены от зимнего покрова, чтобы земля могла впитать первые лучи весеннего солнца. Семена, инструменты становились главными союзниками в этой сельскохозяйственной подготовке. С наступлением весны богатые хозяева когда-то, помещики мы их еще называли, активно занимались поисками работников для предстоящих трудовых работ. К этому времени дееспособные и опытные руки были в цене, и сельские хозяйства стремились привлечь квалифицированных людей. Наймы на сельскохозяйственные работы были разнообразными. Некоторые почитали постоянный наем и готовы были трудиться на протяжении всего сезона, но другие, имея потребность в большем числе рук, привлекали временных работников на важные периоды, так как вспашка, например, полей, посевы или сбор. Для крестьян 14 марта это был день, когда единство семьи и людей по соседству проходило на первый план, потому что все объединялись для того, чтобы подготавливать поля к посевам, и таким образом они создавали атмосферу взаимопомощи и солидарности. Ну а с приходом марта женщины приступали к ткачеству, воплощая свою творческую энергию в нитях и узорах. Качество когда-то становилось не только способом создания ткани, но и своего рода ритуалом, связанным с весенним обновлением. Дело в том, что готовые полотна, которые выходили из рук умелых ткачих, оказывались в мартовской воде. Дело в том, что таким образом, если полотна промыть в такой воде, то они приобретали особые качества, и также это использовали для того, чтобы выбелить ткани. Ну а считается, что вода, которая находится под воздействием весеннего солнца, придавала материалам особую чистоту и силу. По народным поверьям, талая вода, обретая свою максимальную силу в марте, становилась настоящим источником магии. В этот день ее приносили в дом, умывались с ней взрослые и дети. Также было принято кропить стены этой водой, веря в то, что это привлечет счастье и здоровье для всей семьи.
Также на Евдокию Свистунью обращали внимание на погодные условия, чтобы предсказать будущий урожай. Ясная погода сулила богатый урожай пшеницы летом. Если шел снег, это было как предвестник хорошего сезона для грибов осенью. Ну а домашние птицы, особенно куры, играли важную роль в предсказаниях на Евдокию Свистунью. Если куры в это время пили воду из лужиц, наши предки считали, что весна близко. Такие наблюдения были связаны с природным инстинктом птиц, который помогал людям понять приближение весны и теплых дней. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами идет масленичная неделя с ее вкусными блинами, весельем и развлечениями. И у нас с вами 14 марта, это 4-й день масленичной недели, который называется «Разгуляй» или «Широкий четверг». Этот день привносит веселье и праздничный настрой в серое зимнее время. Давайте рассмотрим, как же раньше отмечали именно 4-й день масленичной недели. Итак, в широкую масленицу блины становились настоящей звездой праздничного стола. Они служили не только изысканным угощением, но и символизировали приход весны и солнца. Блины, тонко поджаренные с обеих сторон, украшали столы в различных вариациях. И с медом, вареньем, с творожком. Это традиционное блюдо воплощало радость и изобилие, которое сопровождало приход весны. В этот день наши предки запускались в масленичные хороводы, пели песни и танцевали. Люди собирались для того, чтобы весело провести время вместе, тем самым выражая радость от приближения теплых дней и прощаясь с холодной зимой. Масленичные песни часто повествовались о весне, о природе, любви, придавая празднику особую атмосферу. Разгульный четверг приносил с собой и развлечения, и спортивные соревнования. Это были катания на лошадях, санях, соревнования в прыжках через костер, катание на коньках. Все эти радости добавляли разнообразие в праздничный день. Люди соревновались в ловкости, в силе, поднимая тем самым бодрый дух праздника. Ну и, конечно же, в широкую масленицу были обряды прощания с зимой. Это прыжки через костер, которые символизировали переход от холодного времени года к теплому. И этот обряд стал неотъемлемой частью праздника, объединяя людей и символизируя плодородие, которое приходит с весной. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 15 января по народным приметам, традициям и обычаям. Итак, друзья, по поверьям, в этот день, 14 марта, как вы знаете, природа пробуждается от зимнего сна. Но силы этого пробуждения сопрягаются и загадочные и неочевидные силы. И представление о нечистой силе, которая подслушивает и мешает реализации плана, стали частью культурного наследия. Поэтому в день Евдокии Свистуньи был запрет на планирование. И таким образом наши предки старались избежать негативных последствий. Поэтому в этот день тщательно запланированные будущие события могут подвергнуться влиянию непредсказуемых сил, которые, возможно, приведет к неудачам. Нечистая сила, будучи особенно активной в день Евдокии Свистуньи, способна подслушивать человеческие замыслы и творить загадочные обстоятельства, которые могут помешать реализации задуманного. Эта идея подчеркивает важность воздержания от планирования в этот день. Также 14 марта не лучший день для крупных покупок, особенно мебели и бытовой техники. Считается, что все, что приобретено в этот день, скоро придет в непригодность. Это поверье говорит нам о том, что нужно быть осторожным в этот день. Но в отличие от мебели и бытовой техники, одежда и обувь, приобретенные 14 марта, считаются особенно благоприятными. Поэтому, покупая одежду и обувь, это принесет своему обладателю долгие успешные периоды носки, не теряя своего первоначального вида. Также в этот день нельзя было разрушать ласточкины гнезда. Такие действия могли привести к появлению оспы.
Также, если в этот день взять в руки ласточку или ее яйцо, то на лице могут появиться крупные веснушки. Также в этот день, 14 марта, не рекомендуется отказывать просящим в милостыне. Отказавшийся не только лишится благословения, но также возьмет на себя грехи умерших родственников. Это предостережение является частью древних традиций и культурного наследия. Также в этот день нельзя хвастаться своими добрыми поступками. Дело в том, что таким образом вы привлечете в свою жизнь очень плохие последствия. Поэтому важно соблюдать в этот день скромность и терпение, не выставляя свою доброту на показ. Также в этот день стоит избегать выхода из дома после заката солнца, иначе на человека наложится порча или он может подвергнуться другим неприятностям. Поэтому постарайтесь завершить все дела как можно раньше и вернуться домой до темноты. Также в этот день, 14 марта, женщинам не рекомендуется подстригать волосы. Считается, что таким образом с отрезанными волосами можно потерять и мужскую любовь. И считается, что после стрижки не только мужчины перестанут обращать внимание, но и, возможно, нарушится общение с любимым человеком. Также сегодня стоит проявлять особую осторожность в уходе за детьми. Запрещается мыть полы в детской комнате, так как это может привести к болезни малыша. Далее, друзья, что еще не стоит делать, не рекомендуется сегодня возиться с тестом. Считается, что в этот день тесто может быть непослушным, и оно не поднимется или начнет гореть, или не пропечется. Поэтому старайтесь обращать на это внимание. Кроме того, еще один важный запрет в день Евдокии Свистуни является уборка изморози из окон. Не стоит этого делать, потому что такие действия могут привлечь нечисть, которая начнет заглядывать в дом и отправлять различные неприятности, такие как ссоры, скандалы, беды. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание и постарайтесь придерживаться этих запретов. Друзья, ставьте лайк. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.